Всем привет! Кто спрашивал об умных часах до 10 тысяч рублей стоимостью эти, только эти, других фирм, у которых часы были бы хоть немного потребны, просто нет в эту стоимость. Но недостатков здесь куча, и перед тем, как решите их купить, вы просто обязаны о них знать. Это вам не Apple Watch, это ультра-эконом с сим-картой. Tube 338, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые, краткие и емкие обзоры. А еще длинные стримы, и сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я нашел в себе силы и решил рассказать вам об единственных умных часах из Поднебесной, которые можно купить для того, чтобы в них была и симка, и экран, как в телефоне, и они более-менее нормально работали. Да и программы сюда можно устанавливать. И это не рекламный ролик. У меня был на эти умные часы часовой стрим с их распаковкой и настройкой. Все нюансы и минусы с моими эмоциями вы можете узнать из него. Ссылка на стрим будет в прикрепленном комментарии к видео. Здесь я максимально сжато вам расскажу, что эти часы могут, а больше о том, что они не могут. А нужно ли вам их покупать вкупе с их недостатками, вы решите сами. 10 фактов и маленькая тележка об умных часах Lemfa LEM 10 4G. Упаковка. Lemfa вообще не печалится по поводу коробок. Наштамповали под круглые часы, покупайте квадратные в коробке из-под круглых. Ну хоть название бренда с моделью правильное. Дальше интереснее. Набор. Это просто легкий шок для обычного покупателя, который не привык к подобным китайским штуковинам. Обычно продавцы пытаются нас завлечь качественными аксессуарами у девайса, красочной документацией и максимально презентабельным расположением девайса в упаковке. Lemfa идут другим путем. Ведь часы дешевые, значит все остальное будет тоже дешевым. Кабель для зарядки и передачи данных такой тонкий, что на него даже косо смотреть опасаешься. Отвертка, наверное, была куплена в наборе 100 инструментов за $1 в фикс-прайсе, а ремешок, и да простят меня здесь крепыши, сделан на мужиков от 100 килограмм с запястьем от 20 сантиметров и больше. Да и качество у ремешка прямо кричит: радуйтесь, что я вообще здесь есть. И, друзья, не считайте этот обзор хейтерским. Это умные часы, альтернативы у которых за эту цену на рынке, по моему мнению, просто нет. Я их купил вообще за $120 на распродаже. Сейчас их реально купить за 150, или ждите, как я, акции. Ссылка на покупку часов будет, как всегда, в описании к видео. Только не ведитесь на отзывы покупателей, там просто отменная дезинформация, так же как и большинство текстовых обзоров в интернете. Дальше немного плюшек. Часы поддерживают микросимки, и для тех, кто не в теме, это обычные сим-карты для телефона, только чуть-чуть обрезанные. Есть такие сим-карты в любом магазине сотовой связи, да и вашу сим-карту могут обрезать под этот размер. Засовывать симку в часы тот еще смех. Я не говорю об отвертке и двух шурупах, а о том, что когда вы вскрываете эту заглушку, вы видите, насколько кустарно сделан пластиковый корпус. Комментарии к видеоряду лично я считаю здесь излишние. Симку вставили, теперь с них можно говорить. Номинально можно. Вы слышать собеседника будете отлично, здесь довольно бодрый динамик. Собеседник же вас почти не будет слышать вообще. В часах ужаснейший микрофон. Лечится это просто, вы подключаете к часам через Bluetooth модуль, Bluetooth наушники. И через их микрофон довольно спокойно разговариваете. Чтобы никто не говорил, что я упустил что-то, все, что есть в часах, вы можете увидеть сейчас на экране через программу AIDA. Примечательно же, что ужасная камера телефона снимает видео с разрешением 2 мегапикселя, а вот фото выходит уже потребными с разрешением в 5 мегапикселей. И нет, вы не сможете ни на какую заставку это фото поставить, но во всяком случае разобрать что-то там сможете. Самое крутое, конечно же, здесь экран. Целых 1,88 дюйма, сенсорный, разрешение 320 на 360 точек на дюйм. Тип экрана IPS, ну очень красивый, но с огромнейшими рамками. И у него есть страшная проблема. Низ экрана практически невосприимчив к прикосновениям. Вы, конечно, приноровитесь и, возможно, даже к этому привыкнете. Я мириться с этим смог, но привыкнуть к такому нет. Зато пока мучился, придумал лайфхак. Если у вас есть Bluetooth клавиатура, то ваши часы можно будет к ней подключить и печатать на экране часов. Для тех, у кого есть хорошее зрение, плюс необходимость быстро набирать текст, в принципе, даже очень-таки удобно. Как вы уже поняли, на часах стоит операционная система Android версии 7.1. И для тех, кто кричит, что она супер адаптирована к этим часам Lemfa, сразу скажу, что это не так. Да, даже когда вы их выключаете, прощание звучит «выключить телефон». При использовании часы довольно бодро греются, но это не дискомфортно. Во всяком случае, зимой, осенью и весной. Летом, наверное, будет жарковато. Это очень странно. Первый раз ношу часы, которые греются. Аккумулятор на 700 мАч, и я не знаю, кто и как долго ими может пользоваться. Я знаю, что в рекламе 7 суток это, конечно, бред отменный, но по моему
моему довольно топорному тесту, часы могут проигрывать фильмы на YouTube через Wi-Fi при подключенных Bluetooth наушниках 2,5 часа. И все. Вот так. И это при отсутствии сим-карты в часах. Когда вы ее вставляете, проигрывают видео они еще меньше и раньше садятся. И вообще, в принципе, как только вы помещаете симку в часы, заряд начинает таять просто на глазах. День пользования для часов это предел. Точнее, день носки. Если ими пользоваться, часы погибают в первой половине дня. В часах также в наличии датчик сердечного ритма ППГ. Но для тех, у кого были пульсомеры, даже на браслетах, одного взгляда на этот датчик будет достаточно, чтобы понять, что здесь он самый дешевый из дешевых. Я даже его тестировать не стал. Но и при взгляде на часики с внутренней стороны открывается отличный вид на глянцевую дешевую пластмассу часов. Да, с наружной стороны, даже с их рамками, часы выглядели лучше, чем с внутренней. Также часы выпускаются в двух комплектациях: с 1 гигабайтом оперативной памяти и 16 гигабайтами флеш-памяти, и 3 гигабайтами оперативной памяти и 30 гигабайтами флеш-памяти. При 32 гигабайтах, как у меня, доступно, кстати, только 24, что вполне логично. Скачивать можно из Google Play все, что вам понравится и что встанет на эти часы, потому что помним, что Android версии 7.1. Никаких PUBG Mobile здесь нет. Можете, конечно, упорно устанавливать сюда лайт-версии тяжелых игрух, чтобы потом просто потыкать на них на экране, но с лагами играть на экране в 1,88 дюйма высшая стадия странности. Хотя я играл, вот видите, на экране вроде бы в тот же рояль можно рубиться, но это не особо удобно. В часах есть GPS, предустановлены Google карты, есть громкий динамик, ремешки под часы подходят быстросъемные размером 22 мм в ширину. Весят часики без ремешка всего 56 грамм, а не как в некоторой рекламе 90. Bluetooth экономной версии 4.0, часы имеют металлический хромированный корпус, одну функциональную кнопку с правого бока, вторую кнопку колесика. Вращение колесика никакими функциями, кстати, не обладает. И, конечно, для управления можно использовать голосового помощника, так как у часов, как вы помните, есть микрофон. В системе есть браузер, но лучше поставить свой с Play Market, к которому вы привыкли. Можно поставить читалку для электронных книг, но читать на них не очень удобно. И как в любом девайсе, на Android есть возможность закачивать и проигрывать музыку. И это вы можете делать не только из сети, но и по кабелю, просто с ноутбука или компьютера. В наличии также простенький трехосный акселерометр, чтобы считать шаги. В бассейн с часами нельзя, дождя они номинально не боятся, защита у них IP67, и как вы знаете, это просто от легкого дождика. В душ я бы с ними тоже не советовал ходить, как и в бассейн. Сама оболочка, что довольно странно, не подтормаживает, что в Bubble стиле, что в Matrix. На борту 4-ядерный процессор Cortex A53 на 1 МГц каждый из ядер, видеопамять на 1 ГБ с процессором PowerRoach GE8120. Видеопроцессор, кстати, дискретный. Габариты внушительные: 41 мм на 51 мм, и толщина у часов, внимание, 16 мм, что очень-таки внушительно. Довольно странно, но носить такие часы привыкаешь в принципе быстро. День-два, и вы уже не замечаете, что у вас бандурина на руке. Можно подключать часы к телефону через программу WII Watch по QR-коду, хотя по мне это довольно бесполезно, ведь часы сами как телефон. Часы, конечно же, на русском языке, язык есть для выбора, кстати, любой. Циферблаты можно сменить как через приложение, так и просто скачать из интернета. На солнце экран не бликует, модуля NFC нет. Платить этими часами нельзя. Резюмирую сегодня непривычно, особенно для подписчиков моего канала. Однозначно советую данные часы к покупке. И дело вот в чем. Если вы досмотрели этот ролик, вы, скорее всего, решили покупать умные часы. Как часы для спорта, это ужаснейший выбор. На канале есть топ-5 умных часов для спорта, и почти все они дешевле и значительно лучше. А вот если вам нужны полноценные функции телефона на запястье и необходимо уложиться в 10 тысяч рублей, этот китайский девайс единственный не ноунейм в этой категории, как я считаю, достойный вашего внимания. Есть еще TicWatch, но они на Wear OS. Стоят они дороже на 40%, и про них ничего хорошего я тоже, кстати, сказать не могу. Тестирую их уже месяц, и пока они меня совсем не впечатлили. Больше всего в часах Lemfa меня угнетает унылая автономность и то, что они значительно греются при работе, пусть и не критично. Не забываем подписываться на канале розыгрыши Amazfit GTS 2 колонок Tronsmart, и раз в 2 недели разыгрывается фитнес-браслет Mi Band 4 среди подписчиков. Условия в описании к видео. А для спонсоров канала отдельные закрытые розыгрыши разных девайсов на стримах по закрытым ссылкам. В комментариях оставляйте вопросы, которые у вас остались, читайте отзывы странных покупателей по ссылке в описании к видео. Не забывайте лайк за труды, девайсу да или нет, пользы не даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!